Привет, меня зовут Антонина Асанова, я работаю в дата-отделе «Новой газеты Европа». В этом видео мы расскажем, сколько мобилизованных уже погибло на фронте, сколько дней проходит в среднем от отправки до гибели и сколько детей осталось без отцов с начала мобилизации. Мы собирали сообщения о погибших мобилизованных по открытым источникам. Это СМИ, это официальные заявления и это социальные сети, если эти сообщения публиковали родственники, и они содержали какую-то информацию о похоронах. Надо сказать, что мы подсчитывали погибших очень консервативным способом. Например, мы учитывали только граждан Российской Федерации. Учитывали только тех, кто был именно мобилизован, то есть пошел по повестке. Хотел поблагодарить за своевременную явку по повесткам, хотел вам пожелать хорошей службы. В эти же дни, конца сентября, очень много жителей российских регионов пошли в армию по собственной воле. Во-первых, мы давали присягу. Едем защищать Родину. А кто, если не мы, защитит наших детей, жен, матерей, сестер? Таких людей мы не учитывали. Около трети погибших мобилизованных – выходцы из всего двух российских регионов. Это Свердловская и Челябинская области. Это Урал. Привезли в учебки, и народ тупо учат маршировать. Ни автоматов, ничего не одели, не обули. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Следом за вами будет набираться еще один полк, здесь же. Главное, чтоб не параллельно, а то будете спать, как в тюрьме, по очереди. Шучу, конечно, шучу. Здравствуйте, товарищи! Возможно, просто командование решило этих людей отправить в первую очередь на фронт для затыкания дыр. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Хочу обратить внимание на то, что никакой подготовки с нами не проводилось. Ничему нас не обучали. Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. За 2,5 месяца с объявления начала мобилизации погибло уже больше 300 человек. При этом 29 из них погибли не на фронте, а где-то в регионах России. В дорожных авариях, в частях, часто из-за приема алкоголя или насилия между военнослужащими. Мы 2 недели лежали, из 2 недель там 5 раз ходили на стрельбы по 15 патрон. Давай так стоять, ничего, плюньте на воротник. Вы держите руку в карман. На воротник. Ну, а что ты? А? Вот этого не надо делать. Тихо, тихо, Саш, не распускай, Саш. Непонятно, товарищи военнослужащие. Мы хорошо себя ведем. Особенно много трагических происшествий почему-то происходило в военной части в Елане, это Свердловской области. После мобилизации и отправки туда скончался Денис Козлов из деревни Челябинской области. Его отправили из деревни 28 сентября. Берегите себя, берегите наше землячество, будьте все вместе. Знайте, что с вами не только родные и близкие друзья, с вами весь район. А 30 сентября он вернулся домой со сломанным носом. Через буквально некоторое время он начал терять сознание, ему вызвали скорую, но скорая так и не успела доехать до деревни, Денис скончался. Родственники потом уже выяснили, что в части Денис подрался с кем-то из военнослужащих. Его, по всей видимости, избили и после медосвидетельствования просто отпустили домой.
Первые сообщения о том, что мобилизованные гибнут на фронте, начали поступать уже в первых числах октября. По имеющимся сейчас случаям, средний срок от призыва до гибели составляет 26 дней. Средний срок от гибели человека до того, как эта информация обнародуется родными или властями, в среднем 10-11 дней. По нашей информации, максимальный срок от гибели мобилизованного до того, как об этой гибели узнали родственники, составил 43 дня. Итак, мы сейчас находимся в Белгородской области. Нас в районе 500 человек с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях. Абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного удовольствия. Ровным счетом ничего. 26 числа здесь находимся, нам, блять, офицеры врали нахуй в лицо, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, блять, мы штурмовики. Мы штурмовики, блять, мы не тероборона. Она сейчас только об этом. Мы нам автоматы врали, еще блядь. даже не видели. Находимся здесь третью неделю. Еще ни одной подготовки, кроме того, что показали, как наложить жгут, не было. Зачастую региональные СМИ публиковали сообщения родственников о том, что их мужья, братья и сыновья не проходили никакой подготовки перед отправкой на фронт. Между тем, мобилизованные — это не профессиональные военные. Это люди в среднем около 33 лет. То есть они проходили срочную службу как минимум 5 лет назад, а часто и 10 лет назад. Умеют ли они вообще стрелять или управлять танком? Соответственно, потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, чем среди штатных военнослужащих. Мы поговорили с супругой Александра Мухьянова из Свердловской области. Он погиб 10 октября. Жена узнала об этом только 20 октября. Всю жизнь вместе были, с садика знакомые, в одном дворе жили, дружили, гуляли. Потом как так получилось, что с армии пришел, смотрел на него другими глазами, серьезный стал такой, вырос. Встречаться начали мы в горах, он там ногу сломал, пришлось вызвать МЧС, чтобы его забирали. И пока сидела с ним, ждали МЧС, предложил встречаться, я согласилась. Потом сделал предложение на моем день рождения, переехали на квартиру. Начали жить. Под волосами спрятала специально, да? Тебя видно. Угу. Бороду. Мы любили смотреть фильмы, кушать роллы, наверное, как у всех. Он на повара учился, технолога. Всегда старался где-то работать, там маме помогать. Когда началось это все фигня, у меня 2 брата были на Украине. И как-то это переживала за них. Он мне постоянно рассказывал, типа, вот, мобилизация, могут забрать, не забрать. И мы ссорились на этой почве, я ему говорил, что он мне вообще ничего об этом не рассказывал. Он всегда говорил, игру не переиграешь, все уже за вас придумано. Юра! Мы гордимся вами. В день, когда повестку принесли, я была на работе. И почему-то именно в этот день я зачем-то начала читать новости. И пишу ему, говорю, что-то, говорю, мне так плохо сегодня. Он мне, да все хорошо, типа, будет. Потом позвонил, говорит, я сейчас приду. А я слышу голос расстроенный. Пришел, повестку мне принес. Вот он не явился в военкомат, это уже преступление по повестке. Это тебе так кажется. Не Повестка тебе, а вам. должна быть подписана. Он ее не брал даже в руки. Все, давайте не будем. Бабушка с мамой расстроенные были очень. Мама там выгоняла этих женщин. Она говорит, я, говорит, их выгнала, говорит, сказала, идите отсюда. Рассадники, говорит, это болезни всякой. Через 3 дня уже надо было уезжать. Пошли на следующий день собираться. Что, мы спальню купили, ой, берцы покупали,
шапку, перчатки. Ну вот как-то так вот мы все и живем, но... Медикаментов очень много накупили, так как там нет ничего. Спальники однозначно, плюс туристические коврики или замену, ну поняли, да, все? Это все свое, мальчишки! У него с армии это разгрузка, вроде так она называется, осталась. Он вот с нее карманы там поснимал. Теплые вещи взяли, ну, купили ему там термобелье, не термобелье. Ну и все, на следующий день с друзьями всеми встретились, сходили так, посидели в бильярде. Они поиграли, да по домам пошли. Ждали его домой все. Вообще не думали, что так произойдет. Мне прислали голосовое сообщение от мальчика, там, знакомой девочки, который тоже там находился в этот момент. И вот он сказал, что якобы погибло 3 человека, что среди них мы и Саша. Покажи. Такой наивный. Покажи. У меня там, естественно, истерика началась. Я позвонила маме. У нее истерика началась. Мы начали с ней обе звонить в Министерство обороны. Я до них так и дозвониться не смогла. Она дозвонилась, дала заявку, чтобы они поискали человека. Я дозвонилась до совета этих солдатских матерей. Тоже там создала заявку. Ей позвонили, сказали, что все хорошо, что он живой. Афганка. Мне позвонили, сказали, что все хорошо. А он 7 числа на связь не выходил. Ну, потом как-то мы успокоились, что вот вроде Министерство обороны сказали, что все хорошо, значит, все хорошо. Как живут мобилизованные после получения повесток? Сегодня журналистам впервые показали учебный центр в Илане. 12 часов дороги от родного поселка, и вот Игорь Новгородов стоит уже в казарме. Принесли повестку, я был на работе. Автомат Калашникова был не заряженный, номер 613. На КВП родные недавно мобилизованных бойцов приезжают с большими пакетами и привозят дополнительные вещи. И уже у ворот учебного центра на долгие прощания времени нет. Будущие герои спешат исполнить гражданский долг. Я позвонила еще раз в Министерство обороны уже 14 числа. Они мне то же самое. Все хорошо, выполняют боевую задачу, связи нет, ждите, позвонит. 15 числа, получается, девочка знакомая тоже у своего парня спрашивает, а он тоже там, он говорит, да, погиб. Но я опять звоню в Министерство обороны, они мне 18 числа перезванивают, говорят то же самое, что все хорошо, что живой, что все в порядке. 19 числа мне позвонила мама, говорит, вот типа с этого позвонили, с военкомата. Приехал военный комиссариат с своим листочком, ну и начал всю свою вот эту вот речь, которую воспитали героя, что погиб. Она будет в вашей семье вспоминанием о настоящем герое России, примером для своих сыновей. У него спрашиваем, почему в Министерстве обороны говорят, что все хорошо. Он говорит, ну типа, что они врут? Он говорит, да, врут. Все врут. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. 1 декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствование профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции. Благодаря нашим коллегам из региональных СМИ мы знаем подробности, почему молодые люди и мужчины из России спокойно едут на фронт. Я читала несколько репортажей о том, где родственники рассказывают, что погибший не хотел идти на войну, что он боялся, что он был вообще индифферентен к этим боевым действиям. Но тем не менее пошел, потому что ему жена или родственники или друзья сказали, ну чё ты, ссышь, что ли, что-то не мужик. И он такой, и пошел. Пошел и умер. Ну, ни пуха, ни пера. Жень, мы 3-й раз к тебе приходим. Оплати проценты по кредиту. Я по-хорошему прошу. А то мы все еще раз придем и руки тебе сломаем. Мужики, я контракт подписал.
377-ю федерального закона читали? Кредитные каникулы. Мужики, дверь помойте. Я теперь только родине должен. Дед, я сфоткал. Что делать? Выставляй на продажу. Хорошо. Дед! Саша? Не надо нашу ласточку продавать. А вас я более не смею задерживать. Вы, конечно, извините за беспокойство, но свой шанс вы уже упустили. Дед, я контракт подписал. Теперь уж точно не пропадем. Каким добровольцем-то? Тебе что, крыша поехала? Тебе жить все надоело? Мне надоело в 4 утра вставать и работать во дворе. Потом в 6 утра идти на эту гребаную почту за 10 тысяч в месяц. Чем встал? Ха, Серега! Ну думаешь, тебя уже не ждать. Здорово. Да ну брось ты. Откуда тачка-то? Новая купил. Твоя? А я. Вы как? Все нормально, стабильно. С нами? Да не, я вот дом приехал продавать. Будем ипотеку в городе брать. Ладно, мужики. Вольно? Давай. Давай. Классный прикид. Не знаешь, кто это? Они недавно квартиру сняли. Мужик крутой, в банке работает. Уезжаете куда? В Грузию, ну совсем. Вот и этот побежал. У нас на работе тоже несколько мальчиков уехало. Да, мальчики уехали, мужчины остались. На фронт зачастую попадают и совсем молодые люди. В нашей базе данных есть информация о 3 молодых людях, которым было 20 лет, когда они погибли. Буквально недавно закончили школу и, скорее всего, только-только прошли срочку. За 2,5 месяца в Украине погибло как минимум 15 мобилизованных многодетных отцов. Это люди, у которых было 3 и больше детей. В целом своих отцов потеряли уже 160 детей в России. Мобилизация оставляет детей сиротами. Мы установили историю одного из погибших мобилизованных из Снежинска, Челябинской области. Снежинск — небольшой закрытый город Челябинской области, Наукоград, где разрабатывают ядерные боеприпасы. Именно отсюда родом погибший мобилизованный Инал Тасоев. Инал — 4-й ребенок в семье, долгожданный сын после 3 дочек. Когда мальчику было 7 лет, его родители погибли. Он вырос в детском доме. После выпуска Инал отучился в физико-техническом институте и отслужил в армии, а в 28 лет познакомился со своей женой. Он разместил объявление о поиске девушки на местном телевидении. На него откликнулась Светлана, подруга одной из сестер Инала. Через год у Инала и Светланы родился сын Арсений. Инал обожал ребенка, каждый день отводил сына в детский сад, любил гулять с ним. 3 октября Инал получил повестку. На следующий день Инал и Светлана поженились, а 6 октября Инал уехал в военную часть. Светлана рассказывает, что Инал пошел на фронт из солидарности с друзьями. «Я чё, сыкло?» — буквально говорил он. 21 октября он позвонил жене и сказал, что его переводят на передовую. Еще через 3 дня, 24 числа, Инал погиб. Его БТР попал под обстрел. Все, что осталось, его личные вещи, передали семье. 2 иконы, медальон и фотография 6-летнего сына. Инала похоронили в Снежинске с военными почестями.
Мы видим по добровольцам-контрактникам, что для многих, кто идет на войну в России, очень существенные деньги. Рядовым обещают выплаты в 195 тысяч рублей в месяц, плюс региональные подъемные. А офицерам еще больше, то есть больше 200 тысяч рублей. Просим вас ускорить процесс единовременной выплаты мобилизованным гражданам города Омска и Омской области. Будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Мы хотим узнать, когда ульяновским мобилизованным будут выплаты не просто 10-20 тысяч как подачка, а нормальные, как добровольцам, вот которые у нас ушли 400 человек с Ульяновской области добровольцев. Им выплатили по 200 тысяч. И это существенные деньги. Я думаю, что наверняка есть какой-то пласт мобилизованных, которые пошли на фронт в надежде, что они получат какие-то выплаты. Мобилизованные обычно за 40 лет, которые участвовали, например, в чеченских войнах, часто идут по повестке, просто думая, что они с этим справятся, думая, что они уже опытные. Здравствуйте, товарищи! Эта часть мобилизованных психологически готова к войне и примерно представляет хотя бы, что их ждет на фронте. Нужно всегда и до конца оставаться мужиком. Родился им, значит, ты должен выполнить долг. Кто-то должен родину защищать, чтобы в этой стране жилось спокойно. Мы не исключаем, что этой зимой начнется новая волна мобилизации, и мы призываем всех, кто нас смотрит, не брать повестки, не ходить в военкоматы и убедить в этом всех своих родственников и друзей. Мы считаем, что эта война агрессивная и несправедливая, но вне зависимости от того, согласны вы с нами или нет, вы должны понимать, что у мобилизованных крайне высок риск погибнуть или остаться инвалидами. Все просто. Не берите повестки, не ходите в военкомат. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на нас. Вы можете поддержать нашу работу рублем или евро.